Не-не-не-не-не. Больше жить, ну Слава. Мужчины сейчас все чаще и чаще начинают выбирать одиночество. Всем привет! Сегодня я вам покажу, как мужчины в очередной раз выбирают свободу, а не женщин. Поехали! У меня у знакомой произошло такое чудо. Она говорит, что-то у нас как-то вот с мужем испортились отношения, мы уже не знали, что делать, и решили поехать по святым местам, попросить, чтобы наладились наши отношения, наладилось наше общение. И что вы думаете, действительно, через несколько месяцев у них стали чуть ли не идеальные отношения, действительно, все наладилось, и общение, и взаимодействие полностью. Правда, они развелись. Вы прикиньте, все просто прекрасно, съездили на святые места, но развелись. Есть один маленький нюанс, все просто идеально. Теперь-то все идеально, да, потому что они развелись. Мужик наконец-то обрел свободу, и теперь у него все будет прекрасно. Но к чему было вот это начало, что они съездили на какие-то святые места, и теперь у них все хорошо. Это, конечно, угар. Мужчины сейчас все чаще и чаще начинают выбирать одиночество. Мужчины говорят, что им надоело терпеть постоянные истерики, постоянно какое-то недовольство, постоянно слышать: мужчина должен то, мужчина должен это. И им просто надоело, они просто устали, поэтому мужчины сейчас начали выбирать одиночество. Там тишина, там никто не пилит мозг, там он никому ничего не должен. В этом я с ней согласен, конечно, да, потому что сейчас большинство мужиков выбирают свободу, те, кто может, те, кто не под каблуком, как говорится. Я уже года полтора, наверное, один живу и радуюсь. До этого, пока я жил с девушками, я с 2 девушками жил, одна была жена, а с другой просто пожили 3 года, разбежались. Там вообще надо было с самого начала разбегаться, но я что-то затянул эту историю. Уже в начале была херня полная. Я что-то подумал, как вот это стереотипы какие-то старые, типа, надо же работать над отношениями, там туда-сюда. И что-то терпел выходки девушки, и надо было уже мне убегать еще раньше. Да, по сути, она говорит, конечно, правильно. Но непонятно, она действительно так считает, либо это просто она ради лайков там записала видео. Это уже не суть. Здрасте. Ты за мной пришел? Нет, я тебе вещи привез, которые просила. Конечно, она смешная. Говорит, ты за мной пришел. Видимо, да, развелись, как я понял. И она живет теперь у мамы. Поняла, какие вещи. Я надеялась, что ты заберешь ее. Нет, она просила, я ей привез вещи. Это был просто предлог, чтобы ты приехала, мы наконец-то помирились, я к тебе уехала. Слава, она надо мной издевается, на холодильник не пускает, она мне денег не дает. Вот это круто. Забирай ее, сколько можно. Не, нифига. Нет. Я без нее, у меня на все стало хватать. Я сейчас на машину на новую, как она говорила, что ты на корыте ездишь. Я сейчас на новую машину начал отлаживать. Не понял. Скоро возьму. А Так я что... зато в убытке. Меня столько денег ходит. Я на себе столько не тратила никогда. А это ваша дочь, ни хрена. Я же колечко. Вот носи, вот колечко оставил. Не, нифига. Ты мне iPhone 16 обещал еще. Все, забудь. В смысле забудь? Все. Не. Будь ты добрым человеком. Она раздевается надо мной. Я добрый человек. Ты не добрый Я себе человек. добро делаю. Не. Ну забери меня, ну забери. Не. Больше жить, ну Слава. Забирай. Испытательный срок – неделя. Я посмотрю на твое поведение, посмотрю на твои расходы. Блин, я думал, что она его не сломит, но все-таки, как видите, сломили мужика в очередной раз, потому что сначала все так хорошо начиналось, не-не-не, буду откладывать на машину, туда-сюда, он наконец-то почувствовал этот вкус свободы, а потом все-таки взял и сломился. Конечно, он лоханулся, он очень, я надеюсь, пожалел об этом решении, потому что сразу же видно, что это ненормальная ситуация, что она уже начинает задвигать. Ты там мне что-то обещал. Как она сказала, айфон, что она там сказала, он ей обещал. Это, конечно, она гонит конкретно. Да, вот это, конечно, мужики дают. Сначала терпел, а потом раз, и все-таки согласился снова жить. Посмотрю, говорит, какие будут расходы. Да на что там смотреть? Жила бы сама моя дальше, а ты бы жил прекрасно один. Все бы себе купил, и машину, и квартиру, я не знаю, что ты там хотел. Одному гораздо проще накопить, я уже в этом убедился. Потихоньку гораздо много чего я себе могу теперь позволить, даже если небольшой доход, потому что ты один, тебе на все хватает. А с девушкой это, конечно, жестко.
Ну, тут она, получается, девушка, тут что у нее написано, хотела снять, как возвращаюсь в квартиру, где меня никто не ждет. Ну, якобы, я так понимаю, она без отношений, или, ну, тут уже история умалчивает, как бы, но тем не менее, что якобы она, да, одна. Ну, да, и, ну, поняла, что меня всегда ждет самая большая искренняя любовь. Она собаку, походу, имеет в виду. Ну, вот ты будешь до конца дней со своих, если так вот, да, и с кошками, либо с собаками сидеть. Ну, выбор ее. Кто ж ее будет осуждать? Ну, понятно, да, она просто с собакой там зажимается. И правда, типа, расплакалась, да. Из-за собаки расплакалась. Ну, молодец ты, конечно. Ну, теперь обнимайся с собакой. По-любому испортила мужику кому-то отношения. Ну, с ним точнее, да. Ну, короче, каждый раз, когда я Так, точно. вижу бывшего мужа, мне потом очень хочется плакать. Я не знаю, почему у меня вот все руки мурашками сейчас. И я прочитала такую информацию, что для того, чтобы ничего не чувствовать к партнеру, с которым вы были больше 2 лет, нужно 8 лет. 8, сука, лет. Не знаю, где она такой хрени прочитала, первый раз слышу. Надо 8 лет, чтобы, что, забыть партнера предыдущего? Да ну бред какой-то, не знаю. Ну, возможно, какие-то там, опять же, мудрые психологи написали, но я считаю, что бред, конечно. Я буквально вот сегодня ехала и думала, что как круто... Нет, вчера. Как круто, что я перестала, когда я куда-то вот еду в наушниках с музыкой, что я перестала плакать из-за него, рефлексировать там или еще что-то. И сегодня опять нахлобучила. И я так хочу, чтобы это закончилось. Я просто жесть, как хочу, чтобы это закончилось. И я так боюсь, что это никогда не закончится. Это, наверное, самая ужасная мысль, которая приносит мне очень много боли. Скажите мне, те, кто развелся, это ведь закончится. Ну, кто его знает, да, зависит от человека. Опять же, мы не знаем, сама ли она разрушила отношения, либо от нее муж ушел. Ну, тут в видео ничего не говорится. Ну, как правило, сейчас, да, девушки разрушают браки и как бы потом вот так вот плачутся, сидят на камеру, что вот все плохо, как мне его там забыть, там с детьми сидеть там, теперь в ахере, как говорится. Ну, ее выбор. Опять же, тут сложно судить, потому что не знаем, сама ли она разрушила, потому что тут просто она плачется на камеру. Заметили, что существует конфликт полов. Мужчины орут, что женщины чего-то там им не додали, женщины орут, что мужчины им кругом и всюду должны. Но знаете, почему это происходит? В нашем поколении мужчины хотят жить, как наши отцы, то есть наготовлено, убрано, дети на матери, она еще и зарабатывает, все чики-бомбини. Но только девочки больше не хотят жить так, как их мамы. Поэтому мы не сходимся. Да, ну, конечно, бред она несет. Во-первых, не все прям мужики хотят, чтобы их девушки зарабатывали, и как бы при этом еще прибегали, готовили, убирали там или все остальное. Ну, тут, конечно, кто-то как договорится. Допустим, мне такое не надо, чтобы она и работала, и прибегала замученная, потому что для меня работающая жена – это замученная жена. Потому что, ну, как бы действительно, когда ей убирать... Ну, это, да ладно, это выбор каждого. Но в данном случае, конечно, она хрень несет какую-то. Она, скорее всего, теперь имеет в виду про то, что теперь девочки выбирают развитие там, карьеры. Ну, и все, будьте карьеристками, развивайтесь, и как бы кому вы нужны. Естественно, мужики будут по-своему развиваться и в своей свободе, и будет все нормально, одним словом. Мне стыдно, но я снова облажалась. И молчание об этом съедает меня изнутри. Очередная облажалась. Сейчас посмотрим, что она имеет в виду. Поэтому я решила рассказать всем. Меня зовут Даша. В 2017 году я рассталась с папой моего первого ребенка и верила, что такую ошибку я больше не совершу.
Но в 2020 году я снова влюбилась и родила еще раз, только уже в Швейцарии. И вот моему младшему сыну сейчас 4 месяца. У меня их уже 3. Да, вы прикиньте, от 2 разных мужиков уже нарожала 3 детей. Я так понимаю, от первого 1 и от второго 2. Эти семьи поразрушила, и теперь тусует одна и плачется на камеру. Как бы какие там я ошибки не совершу. Опять же, мы не знаем контекста всего. То есть, что произошло там конкретно в их там семье. Она ли стопудово проспособствовала, либо мужик там, но то, что у нее от 2 разных мужиков дети, это уже о многом говорит о девушке. И я поняла, что я снова выбрала не того партнера. Классика, у них сейчас у всех классика. Выбрала не того партнера, я там не чувствую, что ты мой, как это, что там имеется в виду, вообще непонятно. У каждой в башке свое абсолютно. Поэтому теперь цена моей ошибки — это жизнь в эмиграции с 3 детьми. Что я чувствую? Я чувствую, что я должна здесь обеспечить фундамент своим детям, и у меня больше нет этого права на ошибку. Ну, короче, да. Сиди теперь с 3 детьми за границей, в ахере там поразрушила семьи с 3 детьми, еще и дети как бы в ахере там все это потом тянуть. Да, жесть, конечно, одним словом. Не подарок она девочка явно. Мужчины, от лица всех женщин, простите нас, пожалуйста, за нашу самоуверенность, за то, что мы перестали вас ценить, и за то, что мы вкрай офигели, и за то, что мы забыли, что все, что нас окружает, построено вами. Мы просто вкрай офигели и забыли, что дома, в которых мы живем, магазинчики, торговые центры, по которым мы ходим, машины, дороги, по которым мы ездим, самолеты, телефоны, на которые я сейчас, кстати, вещаю, интернет, электричество, горячая вода, лекарства, больницы, операции, анестезии, роддомы, все технологии и удобства, к которым мы привыкли, это результат вашего труда, ума и боли. Даже косметика, которой мы пользуемся, создали вы. Заводы, на которых она создается, технологию, оборудование, логистику. Даже искусственный интеллект, к которому мы обращаемся за помощью, это же вы. Мы пользуемся плодами вашего гения, и при этом говорим, мы сами справимся, нам мужчины не нужны. Но правду не скроешь. Даже если бы взять всех женщин, отправить на отдельную планету, чтобы они там строили цивилизацию, там так бы ничего и не началось. Без вас не начнется ничего. Вы спасаете из завалов, из пожаров, тянете провода, бурите скважины, чините машины, охраняете границы, добываете нефть, поднимаете стройку, рискуете собой. А что мы? Что мы делаем в ответ? Мне стыдно за нас, за женщин. Мы злимся, мы требуем. Будь сильным, обеспечивай, не злись, не изменяй, помни, не забывай, да, про какие-то даты, много зарабатывай денег. Что мы даем в ответ, кроме претензий? Мы забыли самое главное вам сказать. Спасибо за то, что вы есть. Да, вот это она, конечно, последняя молодец, рассказала все правильно, да. Но тут опять же факт в том, что она это сказала искренне, либо она просто играет на камеру, тут уже правда неизвестно. Ну так-то молодец, да, все считай на мужиках держится, если на какой-нибудь необитаемый остров послать, особенно этих заядлых феминисток, но они там, конечно, очень долго, точнее, вообще не протянут. Сколько-то дней, может быть, потом завоют, потому что они элементарно всю эту тяжелую работу не смогут делать. Да, конечно, есть некоторые какие-то там мощные бабы, которые, как говорят, там и бревна таскают, но это единицы, а вот эти вот, которые как раз такие радикальные, как говорят, феминистки, они такое никогда они такое не смогут, конечно, сделать. И на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите свои мысли в комментариях.